Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я снова хочу поднять тему летающих городов. Потому что над нами существует более высокоразвитая цивилизация богов, а именно тех, кто живут в летающих городах. Это было известно и в прошлом, и в наше время множество фиксируется подобных летающих сооружений. Я уже делал видео про Олимпы. Так они назывались в древности. То есть округлые летающие магнитные платформы, где боги, а именно более высокоразвитые существа, следят за развитием человечества. Там же они проводят суд душ тех, которые уже покинули тело, потому что там проходит суд предков. Потому что оттуда пришли славяне, потому что изначально это мир славе. И не зря человечество обращалось к богам, именно обращалась к небесам, небожителям. Ну и нужно нам это, потому что народ, не знающий свое прошлое, не имеет будущего, не понимает, кто он, где он, в какой системе он живет, соответственно, не знает, куда двигаться, зачем это все нужно. Друзья, вы помните тот наглядный пример с кровью, как синтезит буквально за час разгруппировал эритроциты, восстанавливая нормальный процесс переноса кислорода. У меня возникает вопрос, что именно происходит на клеточном уровне, чтобы дать такой быстрый системный эффект. Ответ пришел из авторитетной международной лаборатории MacroLife Biotech Германия. Они провели исследования не на крови, а на генах наших иммунных клеток. Как оказалось, синтезит включает гены защиты сосудов от окислительного стресса, который повреждает стенки сосудов и ведет к атеросклерозу, переключает иммунитет на восстановление, усиливает гены, которые гасят хроническое воспаление, ту самую тихую угрозу для сердца и мозга. Клетки начинают работать в режиме ремонта, а не атаки. Влияет это все на гены долголетия. Это объясняет, почему эффект на кровь не случайность, а следствие глубокой клеточной регуляции. Полный отчет исследований в описании. Только для моих подписчиков скидка 20% по промокоду Виктор20. Для того, чтобы доказать, что это все не сказки каких-то давно минувших дней, мы можем обратиться к сегодняшним сообщениям. Так, например, в наше время над США фиксировался 10 часов объект размером 80 километров. Американцы обнаружили объект, который висел на уровне 3 километров над землей. Он сначала имел округлую форму, потом начал вытягиваться в длину. То есть размер объекта примерно 80 километров. То есть почему это происходит, вам достаточно почитать трактат Виманика Шастра, где описывается то, как маскировать летающие объекты. Но справа, например, фотография, когда, опять же, люди с Земли фотографируют, снимают видео квадратного облака. Как вы понимаете, естественным путем получиться оно не может. Это так называемая маскировка этих объектов. Большие подробности у меня в телеграм-канале, там, где вы увидите живые съемки. Потому что распространение фото и видеофиксации помогает нам это понять. Огромное количество съемок с самолетов, огромное количество сообщений от пилотов. И в наше время, и в предыдущие годы. Так, самые знаменитые сообщения были в 1988 году, когда летающий город был замечен экипажем чилийского патрульного самолета, пролетавшего над пустынной горной местностью. Они вдруг с удивлением внизу заметили светящиеся огни мегаполиса. Летчики решили, что может они сбились с пути, но нет, они находились четко по своему курсу. И действительно, диспетчер им помог уточнить, что никакого города под вами нет. А через минуту летчики решили, что у них вообще все помутнилось в глазах, потому что странный город сдвинулся с места и поплыл, набирая скорость куда-то на северо-запад. Но перед вами как раз слева, опять же, скриншоты с видео, которые снимаются из земли, из самолетов, где видны и замаскированные структуры, и огромные структуры этих летающих городов. То же самое, наверное, происходило с таким же городом, который был обнаружен в 1996 году, который видел экипаж другого авиалайнера. Это случилось уже также над Андами. То же самое происходило в 2006 году, опять же, когда поступали сообщения об этом инциденте. То есть
как раз, когда летчики видят, то что они там видят? Они видят большой город, залитый огнями. То есть они видят дома модернистической архитектуры, сотни светящихся окон, фонарей, улицы, которые пересекаются. То есть это огромные структуры. Перед вами опять же скриншоты разных, с бортов разных самолетов, Китай, Европа и по всему миру. Одна и та же картина на протяжении десятков лет. Но опять же, распространение фототехники, огромное количество полетов позволяет нам это все наблюдать. То есть, опять же, тот город, который они наблюдали тогда, его скорость составляла 30-35 км в час. Но понятно, что когда его начинали наблюдать, этот город начинал либо уходить, либо исчезать в камуфляже. Потому что, например, подобные структуры мы видим по миру, но они умеют маскироваться. Например, как эта фотография из Китая 22 года, где видно, что просто огромное количество огней, потому что объект пытается маскироваться, но не всегда это получается. Плюс в древности была известна такая страна, как Магония, название облачного царства, откуда, как говорят, пришли преступные воздушные моряки, которые, согласно общепринятым верованиям, осужденные в полемическом трактате каролинского епископа Агабарда Леонского в 815 году, где он выступает против погодной магии и старается все это объяснить не летающими какими-то городами, а с точки зрения как бы Святого Писания. Но при этом он жалуется, что в его регионе огромное количество этих мифов, фактов о жителях Магонии, которые путешествуют по облакам на кораблях, работают с вызывателями бурь, погодными магами и воруют зерно с полей во время шторма. Да, работы этого епископа были утеряны и найдены только в 17 веке. Хотя, если посмотреть на фото и видеофиксацию нашего времени, то мы видим, что какие-то объекты высасывают, например, воду. А те же чудеса могут происходить и с урожаем. То есть в облаках мы видим замаскированные гигантские структуры над городами. В том числе и во время грозы, которые они, скорее всего, могут и сами вызывать, только так как они влияют на погоду. И ничего удивительного, что как бы это сказка, а сказ — это повествование о происходящих событиях, нам известно и сегодня. Она была множество раз повторена. То есть, по легендам, именно Магония была создана 4 существами: прорицатель, маг, лесная женщина, мамба. Ходили слухи, что здесь обитают могущественные духи природы, которых можно легко разгневать или умилостивить искренними подношениями, такими как хлеб и пироги. Жители этого облачного царства, известные как Маганиане, по слухам путешествуют по небу на облачных кораблях, ну или в штормовых тучах. То есть французы в это очень крепко верили, потому что многие из них побывали в этом царстве. Они были захвачены, потом снова их вернули на землю. То есть, насколько этому можно верить или нет, но, скорее всего, именно эти сведения и читал автор путешествия Гулливера, который описал и гигантов, и лилипутов, и как бы он описал и летающие эти города, которые, опять же, созданы на магнитной тяге. А я повторяю, Олимп — это округлые летающие магнитные платформы, то есть одна и та же технология. Ну, можно было подсмеяться над путешествием Гулливера, но именно в этой книге Свифт упоминает 2 спутника Марса, хотя они были открыты астрономами лишь в 1877 году, то есть 150 лет спустя после написания книги. То есть фантасты оказываются намного более актуальны, чем наука. А почему? Ну, потому что он был монахом и, скорее всего, просто имел доступ к этим древним источникам. Вот и весь секрет. В нашем современном мире этот сюжет был повторен. Сняли аниме в 1986 году. А в чем же суть этого аниме? Почему нам это интересно? Потому что этот летающий город мог наносить высокоэнергетические удары и наносить поражение, сравнимое с ядерным. Вот же в чем суть. То есть, опять же, они это не на пустом месте придумали, они это, соответственно, почерпнули из древних легенд, мифов, а у нас на Земле огромное количество круглых непонятных воронок, в том числе вокруг крепостей звезд. При этом крепости звезды остались как бы целые.
И если бы это был удар из космоса метеоритом, болидом каким-нибудь, то воронка должна иметь продолговатую структуру. Когда воронка четко круглая, то есть это какой-то энергетический удар, сравнимый с ядерным ударом. Перед вами как раз воронка в районе Омска, она размером примерно километр. Справа это фотографии из Казахстана современного, тоже множественные воронки. Но для того, чтобы получить воронку в километр, нужно нанести удар где-то 10 мегатонн. То есть, это очень серьезный уровень. Почему же крепости звезды остались нетронутыми? Потому что обычно крепости звезды располагаются на пересечении силовых линий Земли. И они в состоянии организовать вот такой энергетический купол изначально. Чтобы как раз жители Земли могли иметь защиту от подобных атак с небесных объектов. То есть та же магнитная технология использования энергии Земли для создания защитных полей. Ну а мощность, я повторяю, удара, она действительно серьезная. То есть, которая у нас она была достигнута только во второй половине 20 века, а мы видим эти воронки, которым сотни, а может и тысячи лет. Плюс, именно эти летающие города являлись источником сверхтехнологий для нашего мира. Тот же легендарный робот Талос, который там был 4000 лет назад на Крите, примерно. Также золотая собака, стрелы, которые всегда попадали в цель. Их подарил Зевс своей любимой Европе. А Зевс, как вы знаете, житель Олимпа. Гермес, тоже посланник богов Олимпа, обучал Амфиона, а скорее всего и Орфея, играть на лире и петь, что в дальнейшем привлекало зверей и даже помогало в передвижении камней, то есть строительство мегалитов. Чудесный червь Шамир разрезал любой камень и металл, да и даже алмаз. По одной из легенд был принесен орлом из рая царю Соломону. Как раз с этого Олимпа и принес орел, который есть символом Зевса. Плюс вспоминаем легенду про Прометея, который похитил у богов священный огонь и передал его людям. Нам говорят, что он, наверное, какие-то там палочки нам передал. Зачем богам какие-то там палочки для добывания искры из соломы, грубо говоря? Нет, он передал оптические технологии, вот в чем суть. То есть только в наше время мы опять подходим к этим оптическим технологиям использования солнца, концентрации солнечных лучей, которая помогает плавить все, что нам нужно, потому что непонятно, как древние плавили железо, так как при помощи дров невозможно получить температуру для его плавления. А теперь понятно, они использовали оптические технологии, они использовали как раз концентраторы солнечного света, и даже оптические технологии они применяли для заживления ран. А наука нам говорит, нет, это невозможно, у нас там первая оптика, 17 век, ничего подобного. Почему же именно технология концентрации солнечных лучей была применена богами в Олимпе, почему ее Прометей, а промень это луч, почему он ее принес людям? А потому что боги находятся в озоновом слое, там вечное лето, плюсовая температура, нет никаких наших погодных явлений, бурь, ураганов, потому что все это находится ниже. Озоновый слой где-то выше 20 километров, и там из-за того, что встречается атмосфера Земли и космическое излучение, происходит нагрев. Опять же, озон мощный окислитель, он убивает все вирусы, бактерии. То есть жители этих городов живут без болезней, у них вечное лето и фактически постоянный солнечный свет. По крайней мере, когда они находятся на солнечной стороне. Или, по крайней мере, когда у них там день. Хотя они могут же и перемещаться. То есть перемещаться вслед за солнцем, если это им надо. То есть что можно украсть у Гефеста, божественного кузнеца Олимпа, что передать людям? Как раз концентраторы солнечного света, то есть оптические технологии, линзы определенные зеркала волшебные, которые тоже во множестве мы находим по Земле. Вот вам слева гравюра из книги «Военная практика. Париж, 17 век», где мы находим то же самое подтверждение. Верхом на Грифоне Ваджрай сжигает город-крепость. Кто? Зевс. Я повторяю, военная практика 17 века. Справа тоже подобные изображения, где люди на тучках, там куча животных, птиц, растения и товарищ, который в круглом объекте, который мы назвали БНЛО, скорее всего, возвращается в свой небесный город. Поэтому
Подобных гравюр в недавнем прошлом огромное множество. Плюс теперь нам понятно, откуда взяли мы эти технологии, про которые нам рассказывал еще Яков Блюмкин в начале 20 века, что как раз боги при помощи этой структуры ваджару плавят драгоценные металлы. Если сплавить золото при температуре поверхности Солнца 6000 градусов, то оно на 70 секунд вспыхивает и превращается в порошок. Этот порошок древние строители использовали для огромных каменных платформ, потому что если на платформу насыпать этот порошок, то ее вес терялся до минимума. То есть антигравитационные устройства фактически. Плюс, если этот порошок применять в пищу, то можно продлить свою жизнь. Что и делают боги Олимпа, ну и те вожди, которые правили на земле от их имени. То есть это было прекрасно известно еще в начале 20 века. Это знали и советские спецслужбы, и немецкие, и американские, и вообще по всему миру, что Тибет и есть хранилище этих данных. Но мы изначально знаем этот мир летающих городов как мир слави, который как раз находится над нами. Именно для славян там живут свои родные, близкие существа, потому что мы их дети, внуки и правнуки. Именно энергия славящих янь и инь, то есть несущая мужскую и женскую энергию, пришла на поверхность Земли, чтобы Землю сделать лучше, подтянуть ее до уровня божественных миров. В этом суть и роль белого человека. Именно он, возвращаясь со своей миссией на поверхности Земли, предстает на суд предков как раз в этом мире славе, где объясняет, как же он выполнил свою миссию по улучшению мира земного. Перед вами фотографии из Китая слева и другие фотографии, которые показывают объекты гигантские в небесах, плюс объекты, которые пытаются маскироваться. То есть, все равно солнечный свет как бы дает всякие блики, и мы понимаем, что это какой-то гигантский объект, который маскируется. Поэтому то, что слай выше яви стоит, это было прекрасно известно, это конкретный божественный мир. Именно поэтому все люди как бы обращали свое обращение к богам, обращаясь к небесам, к небожителям. И повторяю, именно через этот мир славы проходит душа, после того, как прошла суд совести на земле, где душа сама себя судит. Если душа не получила никаких тяжелых зацепок, тяжелых грехов, она поднимается вверх. И там уже в мире славы проходит суд предков. Поэтому в сети, опять же, есть множество фотографий, видеосъемок до появления еще искусственного интеллекта, где мы видим, что души людей поднимаются вверх и начинают ходить по тучкам. Поэтому все эти видео вы можете посмотреть в телеграм-канале, ссылка, как всегда, в описании под видео, переходите, смотрите. И опять же, мы там видим гигантские объекты, летающие города, которые, мягко говоря, нам технологически сейчас недоступны. То есть это один из путей, в том числе и оборота душ на Земле, которые после этого мира славы, суда предков, попадают в центральное Солнце по магнитным линиям Земли, где их судят уже боги этого мира и дают им новую судьбу, какую человек заслужил. Об этом я рассказывал в предыдущих видео. Тоже огромное количество подобных сюжетов появления городов и в наше время. И еще в 17 веке было множество подобных сообщений, где в центральной части России над многими селами появляются города, исчезают. Это как бы мираж мирного города называется, крепость 5 лун. И таких феноменов по всей стране, да и по миру множество. Перед вами современные фотографии, дневные, ночные, где видны гигантские объекты, которые маскируются. И они изначально имеют как бы форму круга. Вот это и есть эти Олимпы. Округлые, летающие, магнитные, искусственные платформы. Берестяная грамота номер 10. Новгород, примерно 14 век. Есть град между небом и землей. К нему едет посол без пути, сам немой везет грамоту неписанную. Вот видите, передает определенное сообщение. Это примерно прекрасно знали люди 14 века. Опять же, справа современное фото нашего времени. И опять же, оно есть и в видеоформате в Телеграме у меня, где какой-то замаскированный объект, примерно в форме круга. 1531 год. Небесный город и воин в небе над Страсбургом. Книга чудес 1550 года выпуска. Опять же, книга чудес света,
скорее всего, из Китая. Опять же, перед нами 15 век. Что мы видим? Внизу это горы, сверху летающий город, еще выше еще облака. И тут мы видим и драконов, и грифонов, и, опять же, растительную жизнь. И замки, так называемые. Ну, можно сказать и так. Опять же, 15 век, летающий замок, рассказы про Франциска и бедного рыцаря. Округлые летающие магнитные платформы люди видели всегда. Оттуда же подобные крылатые существа спускаются к нам, которые вы называете ангелы, хотя это леги. Опять же, люди-гиганты, которые живут и над нами, и в том числе и на Солнце они существуют. Про то, что я показывал в предыдущих видео. Поэтому и в наше время, и до нас, и после нас люди будут помнить это на генетическом уровне, фантазировать про то, что они сами живут в этих летающих городах. А фактически это генетическая память и желание перейти на новый, более высокий уровень развития. А для этого нужно понимать, кто ты, где ты и как работает система под названием природа, потому что здесь использованы природные технологии. И наша задача людей на поверхности Земли сделать свой мир настолько совершенным, чтобы он приблизился к миру, славе. И тогда мы сможем снова стать как бы частью более развитых цивилизаций. Ну, тот, кто не понял свое прошлое, вынужден переживать его снова. Так говорил еще Будда, тот, кто тоже будил людей. Ну и вы помните, что повторение мать учения, новая информация никогда с первого раза не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованный материал, как всегда, в описании под видео. Огромное количество материалов на самом канале. Переходите, смотрите. Ну и просьба не превращаться в четвертую обезьяну нашего времени, которая ничего не слышит, не видит и не говорит, а уткнулась просто в гаджет. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь информацией в своих социальных сетях, и тогда здравомыслия в мире станет больше, и человечество получит шанс не только на выживание, но и переход на новый уровень развития. Ну и больше материалов в заставках конечных к видео. Смотрите. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.